Землетрясение в Испании, эпицентр рядом с Гранадой и в Индонезии. Все подробности. Президент Ирана обвинил США в росте инфляции и подорожании продуктов. Аракчи уверяет, что санкции и блокада Ирана Тегерану не страшны. Польша провела самые большие в истории военной и морской парады. Украина атаковала завод «Прогресс» в Самаре. Там собирают ракеты-носители для Роскосмоса. Индия отпраздновала День независимости. Колумбия предупреждает о дефиците кофе. Его некому собирать и перевозить после землетрясения. В Европе новая волна пожаров из-за жары. Огонь добрался до Германии. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. На юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5. Эпицентр находился рядом с городом Аль-Хиндин, близ Гранады. Подземный толчок зафиксировали в 1:04 ночи. Он продолжался около 8 секунд и ощущался в нескольких регионах страны. Сильнее всего пострадали Гранада и соседние муниципалитеты. Армилья, Лас-Габьес, Ахихарес, Ла-Субия и Уэтор-Вега. На улице упали фрагменты фасадов, карнизы, балконы и части стен. В Аль-Хиндине обрушившийся балкон повредил автомобиль. В историческом районе Аль-Байсин пострадала внешняя часть колокольни церкви Святого Михаила. Несколько зданий пришлось обследовать и временно оградить. Жертв нет. Несколько человек получили легкие травмы, выбегая из домов. Другие обратились за помощью из-за панических атак. Десятки жителей провели часть ночи на улице, опасаясь новых толчков. Служба экстренной помощи 112 получила более 200 обращений. Пожарные провели десятки проверок и спасательных операций в поврежденных зданиях. Власти Андалусии ввели первый уровень режима чрезвычайной ситуации по плану реагирования на землетрясение. После основного толчка в районе зарегистрировали серию афтершоков. Испанские специалисты предупреждают, что новые колебания возможны, хотя, вероятнее всего, они будут слабее. Жителей призвали не приближаться к поврежденным фасадам и карнизам, которые могут обрушиться даже при небольшом толчке. Знаменитая Альгамбра не пострадала. Комплекс открыли для посетителей после дополнительной проверки специалистами. У восточного побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,7. Погибли как минимум 38 человек. Десятки получили травмы. Сильнее всего пострадал остров Флорес, города Маумера и территории округа Сика. Обрушились здания, начались оползни, отключилось электричество, около 2000 жителей эвакуировали. По данным индонезийского агентства геофизики БМКГ, первый толчок зафиксировали в 4:58 утра по местному времени на глубине 15 километров. Затем последовали десятки афтершоков. В нескольких районах зарегистрировали волны цунами высотой менее метра. Предупреждение отменили примерно через 3 часа. В Маумере спасатели обнаружили 20 погибших, 6 раненых и 2 человек под завалами. До округа Нагео, ближайшего к эпицентру, спасательные команды пока не добрались. Дороги перекрыты оползнями, связь повреждена. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая перед депутатами парламента, связал инфляцию с американской блокадой портов и санкциями против экспорта нефти. В стране цены на продукты за год выросли примерно на 40%. До войны Иран экспортировал около 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки. При нынешней цене это около 120 миллионов долларов недополученной выручки каждый день, если поставки полностью остановлены. Через Ормузский пролив до войны проходила 5-я часть мировой нефти. Сейчас движение танкеров почти прекращено, а переговоры о мире остановлены. Для Ирана это одновременно удар по доходам бюджета, валютным поступлениям и внутренним ценам. Что касается уровня жизни, о котором говорит наш брат, и роста цен, который он упоминает, это вполне закономерно. Раньше товары доставляли к нам морем, а теперь им приходится преодолевать весь путь по суше. Себестоимость продукции выросла, а наши доходы сократились. Раньше мы продавали нефть, но теперь не можем этого делать. Несколько предприятий были разрушены, поэтому мы уже не можем собирать с них налоги в прежнем объеме. Более того, мы не только не получаем от них налоги, но и сами вынуждены выделять им средства, чтобы они продолжали работать. Экономика не должна останавливаться. А тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил: Ормузский пролив не откроется для судоходства, пока Вашингтон не выполнит условия Тегерана. В Исламабадском меморандуме о взаимопонимании говорилось о завершении войны. Иными словами, этим меморандумом было объявлено об окончании войны. Да, Соединенные Штаты нарушили меморандум, и боевые действия возобновились. Но у нас не было перемирия, которое теперь требовалось бы продлевать. Война была завершена, однако сейчас мы оказались в новой ситуации. И Катар, и Пакистан обмениваются посланиями и поддерживают с нами связь. Но это не означает начало переговоров. Решение о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами пока не принято. Сейчас мы разрабатываем временный маршрут, который на следующих этапах должен стать постоянным. Это техническая работа, которую проводят специалисты двух стран.
Ирана и Омана. В ней участвуют вооруженные силы, поскольку именно они являются главными специалистами в этом вопросе. Возможно, нам удастся достичь результата в ближайшее время. Однако хочу подчеркнуть, эти переговоры и открытие Ормузского пролива — два разных вопроса. Сейчас идут технические консультации по определению морского маршрута. После его согласования решение об открытии пролива будет зависеть от выполнения других условий, которые обязаны соблюдать Соединенные Штаты. Затянувшееся развертывание американских авианосцев создает угрозу боеготовности военно-морских сил США. Авианосец «Авраам Линкольн» находится на Ближнем Востоке с января и участвует в войне против Ирана. Президент Дональд Трамп заявил, что корабль пробыл в регионе недостаточно долго, несмотря на сообщения о катастрофическом падении морального духа экипажа. Министр обороны Пит Хексет назвал эти сведения искаженными. По плану, Авраам Линкольн должен заменить авианосец Джордж Вашингтон. Но эксперт Хадсоновского института Брайан Кларк предупреждает, чем дольше продолжается война, тем серьезнее последствия для флота, кадровые и финансовые. Линкольн находится в походе уже почти 9 месяцев, примерно на 2 месяца дольше обычного срока развертывания кораблей ВМС. Экипаж провел в море около 250 дней. Более 6 месяцев моряки не заходили в порты, то есть все это время не видели суши и не общались ни с кем, кроме сослуживцев на корабле. Это очень долго. Подобная монотонность, разумеется, изматывает людей. При этом служба у них довольно напряженная, экипаж обеспечивает полеты авиации, а иранские силы время от времени обстреливают корабль. Полагаю, во многих случаях речь идет о сочетании монотонности с краткими эпизодами активных действий, острого страха и необходимости срочно реагировать на атаки. Такое сочетание длительного однообразия и периодических нападений делает пребывание в море крайне тяжелым. Одна из проблем на Ближнем Востоке заключается в том, что сейчас корабль не может зайти в порт в Персидском заливе, поэтому все необходимое приходится доставлять в обход, в некоторых случаях через район Африканского рога, поскольку при определенных обстоятельствах пройти через Красное море невозможно. Из-за этого даже снабжение корабля предметами первой необходимости, туалетными принадлежностями и некоторыми продуктами серьезно затруднено. Свежие продукты, включая фрукты и овощи, в нынешних условиях на корабль практически не поступают. ВМС приходится сокращать подготовку кораблей к развертыванию. Когда авианосцы наконец вернутся домой, флоту придется компенсировать огромный объем отложенного технического обслуживания, поскольку корабли слишком долго находились в походах. Экипажи устали и измотаны, и многие моряки, вероятно, не захотят продлевать контракты. ВМС уже сталкиваются с проблемами боеготовности, и ситуация лишь ухудшится, когда придет время расплачиваться по счетам этой войны, как человеческим, так и финансовым. Польша провела крупнейший военный парад в своей истории. Так страна отметила День войска польского и 106-ю годовщину Варшавской битвы, победы над Красной армией в 1920 году. Главные мероприятия прошли одновременно в Варшаве и Гдыне под лозунгом «Польша сейф» – «Безопасная Польша». По Вислостраде в Варшаве прошли около 1800 военнослужащих. В параде участвовали более 300 единиц наземной техники и около 60 летательных аппаратов. Зрителям показали польские самоходные гаубицы «Краб», минометы «Рак», бронетранспортеры «Росомак», боевые машины «Борсук», танки «Абрамс» и К-2, ракетные комплексы «Пиарун», а также беспилотные системы. В небе появились истребители F-35, получившие польское название «Гусар», F-16, вертолеты «Black Hawk», AADU СОР-49 и «Апач». Парад открыли 9 парашютистов с флагами Польши, НАТО и польских видов вооруженных сил. В Гдыне прошел морской парад. В строю около 2 десятков польских и союзных кораблей. Корветы, фрегаты, тральщики, гидрографические и разведывательные суда. В параде участвовали военнослужащие Швеции, Литвы и Эстонии. Президент Кароль Навроцкий призвал не переносить политические споры на вопросы безопасности и заявил, что решения о польской обороне не должны зависеть от других столиц, даже дружественных. Сегодня мы все должны извлечь из истории 1920 года и той великой победы уроки, необходимые нам сейчас и в будущем. Чтобы иметь возможность праздновать, мы должны понять, какое послание оставили нам победители большевиков. Как получилось, что столь молодая республика одолела зло, наступавшее с востока? Ведь польско-большевистская война началась в 1919 году. Всего через несколько месяцев после восстановления независимости Польши. Войско польское только формировалось. Казалось, у него не было никаких шансов победить и сохранить республику. Советские командиры, среди которых был Иосиф Сталин, говорили прямо: «По дороге на Берлин, по дороге в Европу мы сметем польскую преграду и пройдем по трупу Белой Польши». Этого не произошло. Та победа и сегодня служит для нас ориентиром и предметом анализа. Мы, современники, должны понимать. Этого не случилось потому, что общество и весь народ проявили стойкость и силу.
Народ вышел из более чем векового порабощения, но сохранил культуру и ценности, христианские ценности, которые одни исповедовали, а другие, даже не разделяя их, уважали как основу и духовный стержень национального единства. Это был народ, объединенный общими ориентирами, свободой и защитой, недавно обретенной независимости, христианскими ценностями и верностью культуре, пережившей разделы страны. Техника, которую вы уже увидели и еще увидите на параде, самолеты F-35 и F-16, танки Г-2 и «Абрамс», приобретена на ваши деньги за счет налогов, уплаченных поляками. Армия смогла стать сильнее и перевооружиться благодаря налогам польских предпринимателей и всех польских граждан. Это наш общий праздник и ваш праздник. Мы должны помнить, уже 100 лет на знаменах войска польского начертаны слова «Бог, честь, отчизна», а не «Сейф». Бог, честь, отчизна. Нам нужны международное сотрудничество, развитие польской оборонной промышленности и союзники. Но здесь Польша, и здесь польский солдат. Именно он создает авторитет этого великолепного и отважного государства, обладающего великой честью и хранящего память о победе 1920 года. Уважаемые господа, может показаться, что за 106 лет изменилось все. Но одно осталось прежним – угроза. Она по-прежнему исходит с той же стороны, от неимперской Российской Федерации. 106 лет назад мы сказали бы «от большевиков». Сегодня можно было бы процитировать пророческие слова покойного президента Леха Качинского. Но я не стану цитировать его дословно, а перефразирую эти слова, чтобы и мы, и наши замечательные союзники по Североатлантическому альянсу, чьих министров и военных атташе я сердечно приветствую сегодня в Варшаве, осознали, в какой момент истории находимся. Перефразируя слова президента Леха Качинского, можно сказать, когда-то Грузия, сегодня Украина, завтра, возможно, страны Балтии и моя родина, Польша, а позднее, возможно, Берлин, Париж и вся Западная Европа. Поэтому сегодня, осознавая ответственность перед Европой, Североатлантическим альянсом и польским солдатам, мы должны сделать все, чтобы выиграть Варшавскую битву 21 века без войны. Расходы на вооружение и программа SAFE дают возможность увидеть, что сегодня перед нами проходит не просто сталь, перед нами проходит результат чего-то труда. Потому что барсук там польский, краб польский, росомаха польская, вармейт, несмотря на иностранное название, польский, гладиус польский. И польским является весь этот комплекс техники, произведенный в Польше. Самая важная цифра всей программы SAFE – 89%. Именно такую долю средств мы вкладываем в польскую оборонную промышленность, польские предприятия и польские города, создавая рабочие места для поляков. Расходы на вооружение и программа SAFE дают возможность увидеть, что сегодня перед нами проходит не просто сталь, перед нами проходит результат чего-то труда. Потому что барсук там польский, краб польский, росомаха польская, вармейт, несмотря на иностранное название, польский, гладиус польский. И польским является весь этот комплекс техники, произведенный в Польше. Самая важная цифра всей программы SAFE – 89%. Именно такую долю средств мы вкладываем в польскую оборонную промышленность, польские предприятия и польские города, создавая рабочие места для поляков. Эта программа укрепляет безопасность. Именно этим безопасность, произведенная внутри страны, отличается от купленной. Купленная безопасность заканчивается, когда кто-то прекращает продавать. Собственная безопасность не заканчивается никогда. Европа. Мы занимаем в Европе первое место. Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами «Фламинго» по ракетно-космическому центру «Прогресс» в Самаре. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку, назвав предприятие одним из ключевых объектов российской ракетной промышленности. «Прогресс» входит в структуру государственной корпорации «Роскосмос» и производит ракеты-носители семейства «Союз». Их используют для вывода на орбиту спутников, в том числе военного назначения. Напомним, Россия заявила о развертывании системы космической связи военного назначения, аналогичной системе Starlink Илона Маска, после полного отключения контрабандных терминалов этой сети, которыми пользовалась российская армия в войне против Украины. Одна из ракет поразила корпус 106А завода «Прогресс». Здесь устанавливают бортовую электронику, системы управления, кабели и приборы. Фактически собирают нервную систему ракеты. Рядом расположен корпус 106Б, где проходит финальная сборка. После удара на территории предприятия начался пожар. Российские власти подтвердили ракетную атаку на промышленную инфраструктуру Самары, но масштаб разрушений не раскрыли. Для восстановления таких производственных помещений потребуется не просто заменить поврежденное оборудование. После пожара, КПТ и тушения необходимо очистить цеха, проверить технологические линии и заново сертифицировать их. Это может остановить отдельные процессы на месяцы. Одновременно Украина нанесла удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области. На этой базе размещаются истребители МиГ-31К, носители аэробаллистических ракет «Кинжал», которые российская армия применяет для атак по Украине. Самара находится в глубине российской территории, на расстоянии сотен километров от линии фронта. Удары по «Прогрессу» и Саваслейке показывают расширение украинской кампании против российской военной промышленности, ракетных производств и авиационной инфраструктуры.
Премьер-министр Японии Санае Такаичи пообещала никогда не допустить повторения трагедии войны. Заявление прозвучало на церемонии в Токио в 81-ю годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне. Участники почтили погибших минутой молчания. На церемонии присутствовали император Нарухито и императрица Масако. Утром Такаичи направила ритуальное подношение в храм Ясукуни. В нем почитают около 2,5 миллионов погибших, включая 14 японских руководителей, осужденных за наиболее тяжелые военные преступления. Для Китая и Кореи храм остается символом японской агрессии. Стоя сейчас перед душами усопших, я от всего сердца молюсь об их вечном покое. Мы никогда не забудем, что мир и процветание, которыми сегодня наслаждается наша страна, были достигнуты ценой бесценных жизней погибших на войне и тяжелейших испытаний. Мы никогда не должны допустить повторения трагедии войны. Со дня ее окончания прошел 81 год, но сколько бы времени ни минуло, мы будем твердо хранить эту клятву и передавать ее из поколения в поколение. Япония способна сыграть важнейшую роль в решении многочисленных проблем, с которыми сталкивается мир. Мы можем стать страной, на которую полагаются другие, сияющим маяком Индо-Тихоокеанского региона. Индия отметила День независимости. Премьер-министр Нарендра Моди, выступая у Красного форта в Нью-Дели, заявил: главным ресурсом страны остается молодежь. Правительство запустит бесплатные онлайн-занятия для подготовки к конкурсным экзаменам. То, что не было сделано за последние 5-7 десятилетий, мы должны осуществить в ближайшие 5-7 лет. Я полностью верю в молодежь нашей страны, в молодое поколение, в наших матерей и сестер, в наших крестьян и рабочих. Вместе мы сможем воплотить эту мечту в жизнь. Мы решили предоставить нашей молодежи бесплатные дистанционные подготовительные курсы к различным конкурсным экзаменам. У нас есть цифровая общественная инфраструктура, талантливые специалисты и прекрасные преподаватели. Используя эти ресурсы, мы создаем всеобъемлющую сеть бесплатной подготовки для молодежи страны. Заявление прозвучало на фоне недовольства молодых индийцев дефицитом образования и рабочих мест. В июле утечка заданий национальных экзаменов вынудила власти назначить повторное тестирование для 2 миллионов студентов. Индия получила независимость от Великобритании 15 августа 1947 года, после более чем 200 лет колониального правления. Отдельная церемония прошла на границе Индии и Пакистана, у погранперехода от Ревагах. На закате военнослужащие индийских пограничных сил и пакистанские рейнджеры провели традиционную церемонию – битва знамен. Синхронно опустили государственные флаги, выполнили строевые маневры и закрыли пограничные ворота. Церемония проводится ежедневно с 1959 года и одновременно демонстрирует соперничество двух стран и формальный ритуал взаимодействия. Луиджи Манджоне признал вину в убийстве руководителя страхового подразделения United Healthcare Брайана Томпсона. На заседании Федерального суда в Нью-Йорке он также признал себя виновным по 2 обвинениям в преследовании топ-менеджера с намерением его убить. Томпсона застрелили 4 декабря 2024 года у отеля на Манхэттене, где проходила конференция инвесторов. Убийство попало на камеры наблюдения, а последовавшая 5-дневная охота на подозреваемого превратила дело в одну из самых обсуждаемых историй в США. Манджоне задержали в Пенсильвании. Сегодня скорбный и знаменательный день. Признав себя виновным, господин Манджоне взял на себя полную ответственность за смерть Брайана Томпсона в результате событий 4 декабря 2024 года у места проведения конференции инвесторов United Healthcare здесь, в центре Манхэттена. Это был один трагический эпизод, однако теперь его дважды преследуют за одно и то же деяние. Федеральный суд ранее отклонил обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. Это лишило прокуратуру возможности требовать смертной казни. По оставшимся статьям Манджоне может получить пожизненное заключение без права на освобождение. Приговор назначен на 18 декабря. Манджоне попытался донести до общества свое послание посредством насилия. Но сегодня прозвучало совсем другое послание. Насилие не является допустимым средством продвижения каких-либо политических или общественных идей. Тех, кто прибегает к насилию ради продвижения своих убеждений, будут преследовать по закону, признавать виновными и отправлять в тюрьму. Сегодня прокуратура Южного округа Нью-Йорка вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов завершает последнюю главу федерального преследования Манджоне. Теперь федеральный суд признал его виновным, и ему грозит пожизненное заключение.
После признания вины адвокаты Манджони потребовали закрыть отдельное дело штата Нью-Йорк. Там ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени. Суд должен начаться 8 сентября, а возможный срок от 25 лет до пожизненного. Защита ссылается на запрет повторного уголовного преследования за одно и то же деяние. Прокуратура намерена возражать. Думаю, Манджони признал себя виновным, потому что у него почти не оставалось хороших вариантов. Прежде всего, обвинение как на уровне штата, так и на федеральном уровне располагает очень убедительными доказательствами. Почти все доказательства были допущены судом по делу штата, и все они также были бы представлены в федеральном суде. При этом в федеральном процессе у него даже не было возможности использовать в качестве защиты состояние крайнего эмоционального потрясения, поэтому его, скорее всего, все равно признали бы виновным. Возможно, решение свелось к тому, что он предпочел федеральную тюрьму тюрьме штата. Сторонники Манджони собрались у суда с плакатами «Справедливый суд для Луиджи» и «Справедливость, а не месть». Я продолжу поддерживать его и после вынесения вердикта и приговора. Для меня это целое движение, выходящее далеко за рамки одного судебного дела. Поэтому я и дальше буду помогать всеми доступными мне способами. Я приходил сюда на многие слушания, выступая против смертной казни. Но теперь все сложнее. Казнь ему уже не грозит. Однако остается вопрос наказания. А наказание должно оставлять человеку возможность измениться. В нашей стране выносят приговоры на десятки и даже сотни лет. Ситуация совершенно вышла из-под контроля. Колумбийские производители кофе пытаются восстановить работу после землетрясения магнитудой 7,4, которое 10 августа произошло в кофейном регионе страны. Нормализация поставок зерна в порт Буэнавентура может занять около 2 недель. Сам порт открыт, но оползни перекрыли десятки дорог, а часть складов получила повреждения. Ремонт перерабатывающих предприятий потребует больше времени. Буэнавентура обеспечивает около 60% кофейного экспорта Колумбии. Кроме того, на фермах не хватает рабочих. Многие сборщики потеряли жилье и могут добираться только при наличии транспорта. Сейчас землетрясение сказывается на сборе урожая кофе. Неизвестно, удастся ли найти сборщиков и других работников для работы на плантациях. Есть и проблема с жильем. Размещать работников теперь просто негде. Нанять можно только тех, у кого есть собственный транспорт или возможность ежедневно ездить на работу из дома и возвращаться обратно. Цены на кофе очень нестабильны. В одни дни они хорошие, в другие — очень низкие. В таких условиях поддерживать хозяйство будет крайне трудно. От нас зависит множество людей. Семьи, живущие на фермах, сборщики урожая и поставщики, у которых мы покупаем все необходимое. Экономика семей, занимающихся выращиванием кофе, серьезно пострадала. Будем надеяться, что произошедшее на этой неделе землетрясение не слишком сильно затронуло кофейные хозяйства. Для меня это источник средств к существованию, как и для многих других людей. Конечно, не для тех, кому лень работать, потому что в последнее время люди стали очень ленивыми. Европа переживает новую волну лесных пожаров на фоне жары, засухи и сильного ветра. В Хорватии огонь охватил курортный город Омиш на побережье Далмации. Погиб человек, десятки получили травмы. Около 1000 жителей и туристов эвакуировали. Пламя уничтожало дома и лес, а небо над городом стало красным. Пожары одновременно распространились по полуострову Пелешац. Сгорели виноградники. Повреждено кладбище. В тушении участвовали 4 самолета «Канадер» и пожарные расчеты из соседних районов. Дорогу через полуостров закрыли. Движение поддерживали дополнительные паромы. К пятнице пожар удалось взять под контроль. В Черногории спасатели тушили сразу несколько очагов в районе Улцыня. Сильный ветер и труднодоступный рельеф осложняли работу пожарных и авиации. В Великобритании количество лесных пожаров уже превысило прошлогодний максимум. За сутки службы объявляли крупные чрезвычайные происшествия в разных регионах страны. 5-й эпизод жары за лето принес температуру выше 38 градусов в Лондоне, а пожары уничтожили дома в Центральной Англии. На западе Германии огонь охватил около 300 гектаров у границы с Бельгией. Более 2000 человек эвакуировали. Пожар тушит сотни спасателей, армия направила 2 танка. Работу осложняют неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны, периодически слышны взрывы. Бразильская полиция обнаружила 8 работ французского художника Анри Матисса, похищенных в декабре прошлого года из крупнейшей публичной библиотеки Сан-Паулу. Эстампы стоимостью более $1 миллион, около $193 тысяч, нашли в квартире в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу.
По данным следствия, двое преступников ворвались в библиотеку Марио ди Андради, связали охранника и пожилую пару, а затем вынесли произведения искусства и документы. Расследование продолжалось несколько месяцев. Еще 5 похищенных работ бразильского художника Кандидо Портинари пока не найдены. Полиция предполагает, что их могли продать.